то третий километр бригады работает на устранение. В Забайкальский край посреди июня внезапно вернулась зима. Мощный циклон обрушился на регион в ночь на 19 июня, и сильный снегопад накрыл Северный Каларский округ, поселок Чара и село Менза Красночайкойского округа. В ночь на 20 июня осадки выпали на хребтах по дороге Баляга-Лямаровка. В Красночайкойском округе высота снежного покрова достигла 15 сантиметров. Старожилы утверждают, что последний раз подобный снегопад в июне фиксировали в 70-х годах прошлого века. Из-за плохой видимости и налипания осадков временно был закрыт проезд на участке трассы Баляга-Ямаровка с 94 по 104 километр между селами Малоархангельск и Малета. Обстановка осложняется массовым падением деревьев под тяжестью снега. Спасатели и дорожные службы призывают жителей Забайкальского края и соседней Бурятии, где также объявили о заморозках до -3 градусов, временно отказаться от дальних поездок до полной стабилизации погодных условий. В немецком Мюнхене в районе Мельбертсхофен примерно в 2 часа ночи 20 июня во время маневров на железнодорожном путепроводе столкнулись два грузовых состава. От удара вагоны сошли с рельсов, пробили ограждение и рухнули на проезжую часть под мостом с 5-метровой высоты. По данным полиции, упавшие вагоны были пустыми, поэтому угрозы для местных жителей и экологии они не представляли. В результате инцидента смертельные травмы получил сотрудник железной дороги. Как сообщалось, движение транспорта по улице Шляйсхаймерштрассе было заблокировано в обоих направлениях. Ликвидация последствий и эвакуация разбитых вагонов могут занять несколько дней. В компании Deutsche Bahn уточнили, что инцидент произошел на изолированной ветке для товарных составов, поэтому на расписание пассажирских и пригородных поездов авария никак не повлияла. На Карачаево-Черкесию обрушился целый комплекс метеорологических явлений. Сильнейшие ливни, крупный град и шквалистый ветер. Стихия за считанные минуты оставила после себя поврежденные дома, сорванные крыши и размытые дороги. В Урупском, Прикубанском и Хабесском районах зафиксированы множественные разрушения частных домовладений. В селе Чапаевское дождевые стоки подтопили придомовую территорию, а ураганный ветер сорвал кровлю сразу с 5 жилых домов. Аналогичная ситуация произошла в ауле Беслиней, где сильные порывы повалили деревья и повредили еще 2 здания. Серьезно пострадала и дорожная инфраструктура региона. В селе Курджиново из-за обильных осадков поднялся уровень воды в реке Алычевка. Бурный поток подмыл дорогу, сделав проезд автомобилей невозможным. К счастью, стихия не затронула жилые дома в этом населенном пункте. Тем не менее, из-за разрушения дорожного полотна ввели ограничения на движение транспорта в Хабесском районе. Жителей призывают к максимальной бдительности. Штормовое предупреждение с угрозой новых ливней, града и ветра до 25 метров в секунду продлено на все выходные. Масштабные природные пожары охватили американский штат Флорида. Спасатели ведут круглосуточную борьбу с огненной стихией, вспыхнувшей из-за серии ударов молний посреди сильнейшей засухи. На данный момент в округе Майами-Дейд пламя уничтожило уже более 8000 гектаров растительности. Самым разрушительным стал пожар под названием Quarry to Fire, который выжег около 7100 гектаров земли. К счастью, пожарным удалось переломить ситуацию, и сейчас этот очаг локализован на 97%. Сложная обстановка сохраняется в районе Wellfire, где выжжено почти 600 гектаров. Одновременно с этим в знаменитом национальном парке Everglades бушует пожар Coptic Fire, охвативший около 700 гектаров. Из-за труднодоступной болотистой местности его локализация пока не превышает 40%. Чтобы остановить стену огня, спасатели применяют тактику встречного пала. Из-за этого плотный дым полностью укутал дороги. Жители трейлерных парков и рыболовных лагерей были эвакуированы в безопасные районы. Ситуация в регионе осложняется экстремальной жарой, а также угрозой новых грозовых разрядов. Буквально накануне новый очаг зафиксировали в районе Полм-Сити в округе Мартин. Там огонь успел охватить 6 гектаров, и благодаря молниеносной реакции пожарных бригад это возгорание удалось оперативно локализовать.
Интенсивные проливные дожди в Таджикистане вызвали одновременный сход мощных селевых потоков сразу в нескольких городах и районах Сагдийской области. Наиболее сложная ситуация сейчас складывается в административном центре региона, городе Худжанд. Здесь потоки грязи и камней затопили десятки жилых домов, автомобильные дороги, здания местных предприятий и объекты городской инфраструктуры. Стихийное бедствие не пощадило и другие крупные населенные пункты. Под удар попали города Исфара, Канибадам и Пенджикент. Особо сложная обстановка фиксируется в селе Раджи, Джамаата Амандара, где потоки занесли песком и грязью 29 жилых домов. Аналогичные разрушения зафиксированы в районах Бабаджан-Гафуров, Дивастич и Джаббар-Расулов, в том числе в поселке Пролетарск. Стихия нанесла колоссальный материальный ущерб. Полностью или частично разрушены мосты, размыты автомобильные трассы, оборваны линии электропередачи, нарушены системы питьевого и хозяйственного водоснабжения, а также затоплены сотни приусадебных участков и гектары сельскохозяйственных угодий. По официальным данным, благодаря своевременному реагированию погибших и пострадавших среди населения нет. Вечером 19 июня на Швейцарию обрушился мощнейший грозовой фронт, принесший с собой ураганный ветер, ливни и крупный град. Эпицентром стихии стал Цюрих, где за 1-2 часа выпало до 70 мм осадков, что составляет почти половину всей месячной нормы июня. Из-за резкого перепада температур после 36-градусной жары шторм сопровождался невероятной электрической активностью. Метеорологи зафиксировали более 15 тысяч ударов молний по всей стране. Буря ломала деревья и срывала обшивку с фасадов зданий по всему городу. К сожалению, не обошлось без пострадавших из-за падения веток и деревьев. На озере сильные волны и ветер сорвали с причалов десятки лодок и катеров. За время непогоды в Цюрихе было совершено около 270 экстренных выездов, а по всему кантону эта цифра превысила 680. Движение общественного транспорта в городе оказалось полностью парализовано. Упавшие стволы деревьев и оборванные провода заблокировали трамвайные и автобусные маршруты. В нескольких районах произошли отключения электроэнергии. Помимо самого Цюриха пострадали Бюлах, Бассерсдорф, Дюбендорф, Эрленбах и Майлен. На северо-западе Армении прошел сильный ливень с крупным градом, сопровождавшийся шквалистым ветром. Непогода нанесла серьезный удар по Ширакской области и ее административному центру, городу Гюмри. По словам местных жителей, интенсивность этого шторма оказалась беспрецедентной, и ничего подобного в регионе не наблюдали уже очень давно. Основной удар стихии пришелся на городские кварталы Ани и Муш, где ледяные снаряды повредили линии уличного освещения, выбили стекла в жилых домах и автомобилях. Одновременно с этим потоки воды затопили проезжую часть, дворы и нижние этажи. Не менее драматичная ситуация складывается в сельской местности, где град уничтожил значительную часть посевов и нанес колоссальный урон фермерским хозяйствам. По распоряжению губернатора Ширакской области была сформирована специальная областная комиссия по оценке ущерба для адресной финансовой помощи пострадавшим жителям и фермерам региона. Настоящий ледяной апокалипсис обрушился на город Шахты Ростовской области. Сначала небо затянуло плотными тучами, а затем хлынул ливень, который перерос в невиданный по силе град. Белый ледяной ковер укрыл дороги, тротуары и приусадебные участки. Стихия нанесла колоссальный материальный ущерб городу и его жителям. От крупного града пострадали более 50 транспортных средств, рекламные вывески магазинов, уличные навесы, деревья, а также провода линий электропередач и урожай в частном секторе. Потоки воды от сопутствующего ливня затопили городские улицы, низины и первые этажи зданий. Ситуацию усугубил шквалистый ветер, который вместе с падающими деревьями оборвал провода линий электропередач в нескольких районах города. Из-за массового отключения питания на узловых базовых станциях в шахтах временно возникли сбои в работе мобильного интернета и сотовой связи.
Чрезвычайные происшествия в Кыргызстане. В городе Сулюкта Баткенской области ликвидируют последствия мощного селя. Вечером 19 июня после сильного проливного дождя на город обрушился гигантский поток воды и грязи. Селевые массы сформировались в предгорных районах поселка Кош-Булак и стремительно хлынули сразу по нескольким центральным улицам города. Удар стихии застал местных жителей врасплох. Буквально на глазах у очевидцев бушующий поток смыл припаркованный возле русла канала легковой автомобиль. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, оказались затоплены подвальные помещения средней школы номер 4 и местного педагогического колледжа. Пострадали также частные дома и дворовые территории. Серьезный урон нанесен и городской инфраструктуре. Среди населения обошлось без жертв и пострадавших. Сейчас на пострадавших участках вовсю идут аварийно-восстановительные работы.